Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить драники. Все вы знаете, что драники – это картофельные оладьи. Но нет, у меня сегодня будут луковые драники. И вы не представляете, как это вкусно. Нам понадобится 3 средних луковицы, 2 яйца, сметана 1 столовая ложка, 6-7 столовых ложек манной крупы. Лук нам нужно мелко нарезать, мелкими кубиками. Примерно вот так. А как я люблю драники. Это вкус моего детства. Немного присыпем солью. Придавим немного руками. Жидкость с лука я не буду сливать. Мне нравится, когда драники получаются сочными и мягкими. Тем временем в отдельную емкость 2 яйца взбиваем очень хорошо, как на омлет. Драники – это вкус моего детства. Бабушка очень часто готовила драники, зразы, клёцки. На моем канале есть очень много рецептов. Сметана у меня 21% жирности, но это не имеет никакого значения. Можете брать любой жирности сметану. Если нет сметаны, можете заменить йогуртом, но он не должен быть жидким. Еще раз все хорошо перемешать, чтобы не было комочков, до однородной массы. Теперь солим и перчим по своему вкусу. Будьте осторожны, так как лук у нас уже присоленный. Добавляем лук в яично-сметанную смесь и все тщательно перемешать. Все луковички хорошо должны плавать в нашей сметано-яичной смеси. После этого добавляем манную крупу и еще раз все хорошо перемешиваем. После того, как мы перемешали все ингредиенты, отставляем в сторону, чтобы манная крупа у нас разбухла. На это примерно уйдет около 20 минут. Манная крупа разбухла, и теперь приступаем к обжариванию дранников. В сковороде с подсолнечным маслом, можете использовать любое растительное масло, которое у вас есть под рукой. Обжариваем с 2 сторон до золотистой корочки драники. Огонь у меня чуть ниже большого. Драники должны хорошо подрумяниться, но следите, чтобы лук не подгорел. Хорошо подрумяненные драники очень легко переворачиваются и не разваливаются. Поэтому следите за этим процессом. Готовые драники перекладываем в отдельную чистую сковороду. И это еще не все. Самое интересное будет впереди. Итак, мы продолжаем обжаривать все наши драники. Вы даже не представляете, какая это вкуснятина. Аромат на кухне от жареного лука бесподобный стоит.
Дети обычно не едят лук, но эти драники они будут кушать с превеликим удовольствием. Я в этом уверена. Драники готовы. Теперь добавляем 300 мл томатного сока. У меня сок густой, поэтому я буду его еще немного разбавлять водой. 2 зубчика чеснока. Мелко натереть и добавить к томатному соку. Немного воды. Все хорошо проверьте на соль. И под закрытой крышкой 3 минуты кипятим. После этого добавляем зелень, обязательно укроп и петрушку мелко нарезанные. Накрываем опять все крышкой и кипятим еще 3 минуты. И посмотрите, какие красивые драники получились. Бесподобно нежные, вкусные, ароматные. Обязательно присыпьте сверху свежей петрушкой, нарезанной мелко. И теперь дегустация. Рецепт, я больше чем уверена, вам очень понравится. А если еще на гарнир пюре или рыбка, ну так это вообще красота. И все готово для сервировки. Салат, хлеб на ржаной закваске, который я пеку сама, соус, мой авторский рецепт к рыбе. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Не забывайте ставить лайк и подписываться, мне будет очень приятно.